Здравствуйте, друзья! Это снова канал Пластмассовый енот. И мы продолжаем наши серии видео с компанией Starline. Мы уже показали вам литьевое производство Starline, показали участок по производству пресс-форм. Сегодня мы поговорим о ремонте и обслуживании пресс-форм. Но прежде чем поговорим, пожалуйста, сделайте для нас доброе дело, поставьте лайк нашему видео и подпишитесь на канал. Это поможет нашему каналу развиваться, а вам видеть новые видео в будущем. С вами Алексей, специалист по ремонту и обслуживанию пресс-форм. Алексей, пожалуйста, расскажите, как устроена эта система ремонта, обслуживания пресс-форм в Starline, какие есть регулярные операции, чем занимаетесь, как обслуживаете формы? У нас есть таблица наработки пресс-форм, в которых отмечается максимально допустимое количество циклов. Исходя из этого образуется что-то в виде графика обслуживания. Пресс-форма отрабатывает положенное количество, идет отметка в таблице, что необходимо провести регламент. Форму отсылают нам. И вот хотя бы на примере этой формы можно увидеть, что продукты разложения материала и красителя, которые проникают в пакет пресс-формы, проникают через зазоры между формообразующими знаками, составными элементами и скапливаются в междуплитии. Это приводит и к коррозии, и к изменению высоты пакета, незначительному, но тем не менее, что может влиять на работоспособность пресс-формы во временной перспективе. А какая периодичность обычно бывает для такого обслуживания планового? В среднем где-то около месяца. То есть он календарный или он по циклам? По циклам набирается. Но это может быть не за один раз, не за два раза, а суммарно. После этого форма приходит к нам, и мы ее обслуживаем. А какие есть еще виды обслуживания? Какие-то более редкие, там, годовое, там, трехлетняя капиталка, как у двигателя? Есть обслуживание пресс-формы на ТПА непосредственно. Как правило, этим занимается наладчик. Но тут зависит еще от того, в какой момент времени возможно проведение этого регламента. Если машина работает на программу, ее не остановить, то, естественно, обслуживание затруднено, но очень кратковременно. То есть, скажем, удаление маски старой направляющих колонок втулок, может быть какие-то загрязнения поверхностной плоскости смыкания, и все. Потому что надолго остановить машину нельзя. Если машина выводится из рабочего цикла, потом очень сложный процесс трудоемкий, опять ее в режим вести. Вам привозят форму, вы именно здесь занимаетесь полноценным обслуживанием полным. Здесь уже у нас или регламент, скажем так, неполный. Если пресс-форма имеет небольшую наработку, то в основном это обслуживание плоскости смыкания, каких-то подвижных элементов пресс-формы, там шибера, направляющие колонки, втулки. Шибера извлекаются, очищаются их направляющие, очищаются сами тела шиберов, смазываются и устанавливаются на место. В среднем пресс-форма, вот наша небольшого габарита, обслуживается в течение 4-5 часов. Но если, скажем, пресс-форма работала на материале, который имеет высокую загазованность, ну, как этот, например, видите, да, следы? Вот. То это может быть дольше, потому что надо полностью разобрать пресс-форму, вплоть до того, что извлекается сам формообразующий знак. Ну, с этой стороны его не видно. Вот здесь вот. Из обоймы извлекается еще вот этот знак. Почему? Потому что здесь имеются специальные вставочки, которые служат для удаления газов из формообразующей полости. Если их бы не было, то в этом месте был бы недолив или точка спая материала. Слив. Да. Поэтому для того, чтобы восстановить работоспособность, надо извлечь, вытащить эти знаки, все промыть, опять собрать и установить на место. А вот для обслуживания такой формы это требуется один человек.
Как правило, да. Если не требуется каких-то восстановительных работ, скажем, замена знака, пригонка, полировка, то, как правило, один человек делает. И сколько за месяц примерно форм обслуживаете? Ведете наверняка учет какой-то в среднем? Все зависит от того, насколько интенсивно у нас проводится работа на участке литья. Если заказы пришли большая партия, пресс-форма одна за одной, проходят работу там, то, естественно, они приходят к нам более часто. Если же, скажем, заказы менее интенсивные, меньшие по объемам, то обслуживание более редкое. То есть высокий сезон это практически полная занятость может быть по Формы обслуживанию. могут приходить одна за одной. Буквально там где-то в течение недели могут выработать вот этот лимит, и форму присылают к нам. Так что у нас последовательно в день может быть 2-3 формы проходить. А сколько человек у вас в штате? Вообще у нас работает слесарей 4 человека. Ну, еще подключается 5-й, но он у нас в основном шлифовка, лазерная наплавка, полировка. То есть 4-5 человек, а количество форм, которые регулярно находятся в работе. Ну, тоже около 5. Понял. Но кроме регулярного обслуживания еще же бывает какой-то ремонт, поломки или там какие-то проблемы с формой? Нештатные ситуации, конечно, безусловно, бывают. В этом случае форма приходит к нам в аварийном порядке и в аварийном порядке обслуживается. Разбирается, извлекается дефектный знак. Все делается для того, чтобы его изготовить, дубликат, как можно более быстром режиме. И определяется причина, почему это произошло, чтобы не было повторения этой ситуации. Чаще всего это какие бывают причины и вообще что ломается? Чаще всего бывают поломки шиберов, имеющих очень тонкие формообразующие части. Там буквально толщина 2,5 мм. И при длине пластинки, скажем, 15-20 мм, нагрузки очень высокие. Поэтому, несмотря на то, что это изготавливается из соответствующего материала, износоустойчивого, прочного, но тем не менее усталость есть усталость, и, конечно, бывает поломки. А такого понятия, как, допустим, какая-то капиталка формы или капитальный ремонт после там, 1 миллиона, 2 миллионов циклов, такие есть вообще явления? Скажем так, до сих пор у нас пресс-формы, ну, за время моей работы здесь, до состояния капитального ремонта, в принципе, не доходили, да. А какие наработки уже есть у форм самые большие? Ну, 500, 500 000, там, ближе к 1 000 000 наработка. У нас, как правило, детали корпусного типа, технологические, циклы достаточно длительные, поэтому наработка не нарастает так быстро, как, например, на упаковке. А можно немножко вкратце рассказать о том, кто работает, вот, про вас, про ваших коллег? Это какой опыт, какое образование? Ну, образование у нас у всех разное. Есть люди с высшим образованием, есть со средним, как я, например. Я занимаюсь литьем пластмасс, в частности пресс-формами, с 1976 года прошлого столетия. Вот это опыт. Есть небольшой опыт. Из наших коллег еще никого не было в это время. Наверное, может быть, да. Тогда еще и пресс-формы были несколько другие, материалы были, термопластические массы в менее широком ассортименте, не то что сейчас. Но тем не менее все равно было интересно. Ну, у нас есть, как я говорил, вот специалисты широкого профиля. Алексей, например, шлифовка на нем вся круглая, плоская, лазерная наплавка. Потом еще вот у нас есть товарищ, он занимается тоже и наплавкой, и полировкой. При необходимости он подключается на обслуживание, на сбор. Вообще молодые есть ребята, кто занимается, вот руками работает, занимается обслуживанием форм, кому это интересно, кто сюда приходит? Ну, вот такие, чтобы, скажем, совсем уж молодые, наверное, нет. Хотя мы ищем кадры, ищем таланты. Обычно приходят это после того, как работали операторами или наладчиками, или там с какой должности переходят сюда? С разных должностей, но, как правило, люди приходят не сразу к нам, а постепенно, скажем. Например, Алексей, он работал чисто полировщиком. В общем, многие говорят, что, в принципе, тяжело найти инженеров, да, людей-технарей, но, допустим, на тех, кто будет работать там на станках с ЧПУ, как бы найти проще, да, на тех, кто будет работать руками, найти тяжелее. Интересно, вот как у вас, откуда берется штат? Еще с тех времен? Это чисто фильтрация приходящих людей, тестируем, насколько они годятся для нашего производства по своим деловым качествам, профессиональным, по каким-то там общечеловеческим параметрам, из-за чего человек пришел, по какой причине оставил работу на другом месте.
Это тоже важно. И в любом случае, да, обучать приходится здесь на месте. Да, потому что в каждом деле есть своя специфика. То есть пресс-формы имеют разные конструкции, разные предприятия имеют разный профиль изготовления изделий. И именно на ремонт, обслуживание тоже накладывает отпечаток. Это по-другому с ними работать нужно. Ну, конечно, и раз есть специфика производства, которое производит продукцию, то пресс-формы имеют определенные какие-то сложности, особенности, которые человек, который с этим не сталкивался, просто не знает. А все особенности, которые есть в оснастке, они, как правило, требуют специальных рабочих приемов, применения инструмента, каких-то там смазочных, очищающих веществ. То есть формы, допустим, для пищевой упаковки и формы вот для электротехнической продукции, они имеют свою специфику, и для обслуживания ремонта Применяемые тоже смазки, нужны определенные применяемые специфические навыки. вещества и навыки, безусловно. У нас изделия, как правило, корпусные, они тоже имеют определенные нюансы при производстве, которые требуется учитывать при обработке, ремонте пресс-форм. То есть, если человек к нам придет, например, с виннопластика, то нам придется его какое-то время... Обучать. Да, но, как правило, человек, связанный с металлом, имеющий опыт слесаря-инструментальщика, достаточно быстро втягивается в тему, и обучение кратковременное. А формы в основном вы обслуживаете те, которые производятся у вас на предприятии, правильно? Сторонних форм. Нет, у нас бывают и внешние заказы. Те, кто дает именно формы на литье, да, и вам приносят их тоже. Да, либо пресс-формам приезжают, просят провести диагностику, осмотр, либо же присылают формообразующие. Просьба либо отремонтировать, либо воспроизвести дубликат. Ну, а скажем, формы, которые производятся, допустим, в России, на вашем предприятии, либо бывают формы из Китая, либо формы из Европы. Бывают старые европейские формы. Сейчас Вот, да. Как для вас? С какими проще работать, с какими больше проблем бывает, сложностей? европейские формы изначально, скажем так, высокого качества и рассчитаны на длительное время эксплуатации. С китайцами тут немножко сложнее. Беретесь за них, за китайцев, или стараетесь стороной обходить? Ну, вы знаете, ремонтировали формы китайского производства, приходилось. А как с документацией у них? Или вам для ремонта документация особо не нужна? Нет, документация необходима. Либо распечатка приходит каких-то чертежей там на конкретную деталь, либо сборочный чертеж, или присылают мат-модель в электронном виде. Это проще. Там, как правило, есть вся информация по пакету пресс-формы. А можно немножко пройтись по инструментам? Вы, может быть, расскажете, какими инструментами пользуетесь чаще всего для ремонта, обслуживания форм и как они называются, чтобы наши зрители могли немножко в этом просветиться, те, кто не в курсе? Ну, у нас есть инструменты, скажем, алмазные надпили, например. Вот здесь вот они представлены. Шарошки, бывают шарошки алмазные. Также используем различные вещества, написано антикор, да? А можете по каждому рассказать, опытом поделиться, чем пользуетесь? Потому что часто люди пишут, даже у нас в телеграм-чате друг с другом спорят иногда о том, какую химию используют для обслуживания, для консервации, там, для Ну, мы смазки. используем два типа. Это оперативный антикоррозионное средство. Это средство консервации. Для То есть долговременного хранения. При проведении каких-то регламентных работ на пресс-форме, профилактических работах, срочных ремонтных работах, мы знаем, что пресс-форма пойдет в работу буквально по изготовлению пресс-формы, по готовности. Соответственно, все поверхности, которые требуют защиты, мы обрабатываем этим средством. Если же мы знаем, что мы проводим регламент на пресс-форме, и она потом за тем, что ожидается поступление заказа, какое-то время работать точно не будет, и уходит на склад. То есть мы ее покрываем консервационным средством. Это более плотное покрытие, адгезионное более прочное, вот, и обеспечивает хранение надежное на складе. Но потом его нужно смывать перед началом использования. Удалять его сложнее, да. То есть формообразующий необходимо индустриальным очистителем, применением ветоши хлопчатобумажной, а лучше нетканным материалом, типа полипропиленовых салфеток, безворсовым.
потому что ворс на протирочном материале, на прецизионных инструментах недопустим. Или очень нежелательно. Вот, пожалуйста, шестигранные биты. Тоже можно отнести к инструментам. Для завинчивания, отвинчивания крепежа. Вот это средство. Если там антикоррозионное, то средство это индустриальный очиститель. Как раз очищать от старого консерванта, от грязи. Да, от грязи, от налета продуктов разложения красителя. Вот синичка, так называемая. Это специальное средство для определения контактных поверхностей. Есть контакт сопрягающихся элементов или нет. Наносим на одну поверхность, видите следы, да? Это говорит о том, что ответная часть, вторая половина этой пресс-формы, имеет хороший контакт. Это получается, это делается не при регулярном обслуживании, а при производстве или при ремонте? Вот эта пресс-форма, скажем так, новая, и мы ее опробуем на состояние, насколько она годна к передаче на цех литья. Вот в эксплуатацию новых форм это тоже ваша тема, да? Да, да. И новые формы строим, ну и профилактика это целиком на мне, скажем так. То есть даже после любых точных станков, прежде чем форма начнет работать, все равно приходится вручную где-то ее довести до ума. Ну, несмотря какой бы станок ни был супер, все равно за слесарем остается последнее слово. В процессе работы возникают какие-то ситуации, когда, скажем, либо конструктор не увидел, нам от модели не показал, либо еще что-то, и приходится как-то дорабатывать, находить решение этих вопросов. Это все делает слесарь, естественно, в тандеме с конструктором. Вот это шарошки с алмазным напылением. Есть инструмент такой, называется дремел. Вот к нему тоже различные диски, полировочные, отрезные, абразивные. То есть в основном это ручной инструмент все-таки, да? Это, скажем так, электроинструмент, к которому имеются различные насадки. Вот он, дремел, это привод, гибкий шланг, это вращающаяся головка. Ну, то же самое, из этой же серии. Вот, здесь стоит фреза твердосплавная на данный момент. А после того, как какая-то производится модернизация формы, либо ее доработка, либо ремонт, в документацию, в чертежи, в КД какие-то вносятся изменения? Обязательно. Любые Обязательно. изменения отражаются в КД? Да. Ладно, Алексей, большое спасибо за такой глубокий рассказ о вашей работе, которая требует столь большого опыта. Как мы видим, инструмент в основном ручной, и получается вся работа – это исключительно квалификация, опыт и понимание процесса со стороны людей, которые им занимаются. Надеюсь, нашим зрителям было полезно это видео, и надеемся, что вы поставите ему лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, с какими проблемами вы сталкиваетесь в обслуживании, в ремонте пресс-форм, и как решаете проблему с тем, что некому работать, как многие говорят. И помните, что профессионалами не рождаются, профессионалами становятся за долгие годы.